наша семья ведет родословный с основания города. Я, можно сказать, один из немногих здесь самых коренных жителей города. Так сказать, Живулин, кажется, наковырял список в архивах тех самых, кто пришел с Иваном Спицыным, сотоварищей, основывать Ирбеевскую слободу в 631 году. Так вот, там есть такой Иван Карпов, это мой предок. Вновь разгорается огонь в камине уютного кафе «Старая мельница». Сегодня у нас новый гость. Мы будем беседовать с директором Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерием Андреевичем Карповым. Здравствуйте, Валерий Андреевич. Здравствуйте. Валерий Андреевич, в вашей визитной карточке написано «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», лауреат премии имени Клера, академик Демидовской академии искусств и художественных ремесел. Ведь ваш путь как собирателя был довольно трудным. Вот что было самым трудным для вас? А знаете, все было трудно. И сейчас также остается трудно. Ничего легкого в музейном деле нет. Начинать музей с абсолютно пустого места, когда у тебя 0 экспонатов, а ты ставишь перед собой и перед коллективом задачу создать коллекцию, которая охватывала бы период от Возрождения, то есть от 15 века и до современности, то это архисложно, архитрудно. Это практически почти невозможно. По крайней мере для Ирбита с его маломощностью финансовой, даже тогда еще при советской власти, сколько-нибудь приличной коллекции западноевропейской, старой русской живописи, скульптуры, прикладного искусства собрать вот именно в ретроспекции невозможно. Можно было бы при фантастическом случае иметь деньги, можно было бы собрать, и есть хорошие вещи, собрать, свести все, что еще плавает в антиквариате, в частных коллекциях, но это бы не было хорошей ретроспективной экспозиции. Понимаете? Это были бы отдельные хорошие вещи, отдельных известных художников. А вот такой ретроспективной панорамы развития европейского и отечественного искусства мы бы не имели. Вот. Это первая сложность. А вторая сложность, и отчасти приятная сложность, это то, что вот оказалось, что графика оказалась, ее много, она сравнительно дешева. И ее море, практически море первоклассной графики, но по большей части вещи в очень плохом состоянии. И несмотря на то, что, так сказать, мы, казалось бы, быстро и оперативно смогли в течение одной человеческой жизни собрать фантастическую совершенно по качеству коллекцию, вместе с тем мы вот уже 25 лет дружим с центром имени Грабаря, который методично из года в год восстанавливает нам шедевры графики из почти руин, из почти пепла. В этом году мы планируем показать, поскольку 25 лет нашей дружбы с центром Грабаря, мы предполагаем показать выставку вот, «Спасенные сокровища», избранные вещи. Они нам сделали уже около 400 вещей. Вот избранные лучшие вещи из этого собрания, отреставрированных именно вещей, мы собираемся показать. Дело музейное, дело начинать новый музей на совершенно новом в нове. Это, извините, я даже врагу своему не пожелаю. Это директор, это первый чернорабочий в этом музее. Все зависит от тебя, все зависит от твоего волевого усилия, все зависит от твоих знаний, от твоей, извините меня, черепной коробки. Что в этой черепной коробке имеется, то и будет. Если у тебя есть хорошие знания по искусству, там, по литературе, по истории там, и так далее, вообще по эстетике, по мировой художественной культуре, будем так выражать, как сейчас этот термин называется в школах, вот, тогда, так сказать, ты что-то сможешь, если ты очень этого хочешь. Именно от твоего личного желания зависит. Вот так случилось, что я захотел. Очень захотел, и я сделал. Музейное дело – это особо сложная статья. Только, так сказать, на самоотречение от самого себя, нужно забыть себя полностью, забыть свою личную жизнь, тогда только отдаться все этому делу. Тогда ты сможешь успеть что-то сделать.
А я поставил перед собой цель, лично перед собой, вот сделать музей, довести его до вот того логического завершения, которое необходимо, чтобы он мог дальше жить и чтобы ему не сломали хребет. Вот сейчас в нашем музее еще можно сломать хребет. Становой, что называется, хребет, после чего он будет существовать как ничто. Тогда можно будет растащить коллекцию и так далее. Но дай бог довести, не успеть два здания до ума, открыть их, экспозиции. Он стоит общественной давностью, и вот тогда уже сломать этот музей будет невозможно. Как же без личной жизни-то? Неужели А это так вот, возможно? ну, к 9 утра на работу, в час, в 2 ночи домой. Только до постели добраться. Все остальное отдано музею. И постоянные разъезды, командировки, там, беготня, нервы, то сотрудники выкаблучивают иногда, отмачивают, откалывают коленца, в смысле поведения, трудовой дисциплины, то, так сказать, там, министерство чего-то начинает там, докореживаться и так далее. Приходится все вот постоянно держать себя вот на таком вот, знаете, в состоянии сжатого кулака, так сказать, и все время, так сказать, держать на пульсе вот, события, постоянно быть вот. Если кулак разжимается. Когда себя распускаешь, все остальное распускается тоже. Валерий Андреевич, вы на протяжении своего творческого пути встречаетесь с самыми разными художниками. Вот есть такая фраза «добро должно быть с кулаками», а талант должен быть с кулаками? Как вы считаете? Оригинальный вопрос. И знаете, в принципе, таланту не обязательно иметь кулаки, но, к сожалению, жизнь такова, особенно наша нынешняя российская действительность, что приходится таланту иногда, ну не кулаки, но, по крайней мере, локти пускать в ход, для того, чтобы как-то все-таки раздвинуть достаточно яркую серость, которой очень много у нас в стране, в сфере культуры, будем в целом говорить, ну и в художественном мире в частности. Для того, чтобы таланту пробиться, нужно очень много. Яркий пример, так сказать, вам. Я не из сферы художников, это из сферы того, что завтра будет происходить у нас. Концерт великолепный совершенно. Там 5 исполнителей. Все они лауреаты международных конкурсов. Самая яркая фигура — это Саша Баталов, Миронович, которого вы все знаете и любите. Лауреат 3 международных конкурсов. Настоящая наша уральская, а теперь, можно сказать, всероссийская звезда пианизма. Мальчик удивительно, так сказать, ну, юноша, сейчас уже аспирант консерватории. Удивительный совершенно талант и крайне редко рождающийся талант романтика-пианиста. Таким был Гелель, таким был Гнейгаус. Таким я могу сравнивать, просто у нас их мало было в российском пианизме. Даже Рихтер не был романтиком. Таким является сейчас Слободяник, вот Александр Слободяник, который в основном сейчас за границей играет. Кисинг, к сожалению, тоже не относится к романтикам. Вот Саша удивительный совершенно, яркий романтик, романтик шопеновского плана. И вместе с тем, это яркая звезда, на которой, извините меня, просто можно делать деньги. Вот не был бы я директором музея, я бы, наверное, пошел бы в менеджеры и стал бы с Сашей ездить по миру и делать большие деньги. Вместе с тем, филармония Колотурский использует это как настройщик. Он работает настройщиком филармонии. Представьте себе, вместо того, чтобы давать концерты у нас по Уралу, по России, за рубежом и так далее, этого мальчика используют как настройщик. Мы берем настройщик гениальный также. Ну, папа у него великолепный настройщик, Виталий Иванович. Но ведь, извините меня, ярчайшая звезда на нашем уральском музыкальном небосклоне. Ну почему не использовать эту звезду сейчас, пока он молодой, сильный, красивый? Или у нас звезды только тогда, когда они затухают, когда готовятся сыграть в ящик, только тогда, так сказать, их начинают использовать? Вот я не понимаю вот этого подхода. Вот и то же самое в изобразительном искусстве. Пока, так сказать, ты не растолкаешь всех своими локтями, пока ты не пролезешь правдами и неправдами наверх и как-то не дашь о себе знать, ты где-то в забытии, ты где-то, так сказать, ну, яркий пример вам Стацинский, с которым мы недавно беседовали. То же самое, если бы он не уехал за границу вот из-за всех этих вот перипетий его судьбы,
Если бы, так сказать, он там не начал, не пробился и не начал печататься и издаваться и так далее, так сказать, наверное, бы его уже давно забыли. А фигура-то яркая, еще какая яркая. Настолько самобытная, настолько ни на кого не похожая, но неповторимая просто фигура. И вот яркий пример вам такой же этой. То есть где-то нужны отчасти и локти. Валерий Андреевич, 22 мая у вас день рождения. Вы любите отмечать этот праздник? Я люблю отмечать его, но только не один, и не в узком кругу, так сказать, своих близких друзей. Я люблю отмечать его, даже не отмечать этот день для себя, а отмечать просто по поводу дня рождения, устраивать большой праздник для людей, которые так или иначе верят в меня, которые любят наш музей, которые любят настоящую культуру. Мы устраиваем, как правило, под различного рода мероприятия. Вот завтра будет большой великолепный концерт. На него придет публика, приглашена. Надеюсь, что будет полный зал. Вот я люблю отмечать дни свои так, а не в каком-то таком, знаете, вот семейном узком кругу, там, дружеском, за рюмкой водки там, или коньяка, там, или еще чего. То есть ни водки, ни коньяка? Нет, это будет потом, уже потом. Но самое главное, это вот именно вот такой вот устроить праздник для людей. Очень много у нас в Ирбите людей, которые относятся к вам прекрасно. Вот вас не смущает тот факт, что есть люди, которые разное о вас говорят. Как вы относитесь? Ну, как говорится, собака лает, ветер носит. Сказать больше нечего. То есть спокойно. Я спокойно отношусь. Все, что, так сказать, понимаете, время самый лучший судья. Я повторяю, это слова сказаны еще великим Периклом, вождем афинской демократии, древнегреческой демократии, древнеафинской демократии. Время самый лучший судья. Оно безошибочно отделяет хорошее от плохого и оставляет в памяти народов лучшее. Поэтому я спокойно отношусь ко всяким там разговорам вокруг меня. Так говорить. Главное, я делаю дело, которое, так сказать, я надеюсь, останется в городе на многие-многие, не только десятилетия, а может быть, на столетия. Я оставляю после себя, так сказать, ну, в общем-то, дар городу. Ведь было много уже предложений, предлагали перебраться в Екатеринбург со всей нашей коллекцией. Это не секрет. Вполне официальные, так сказать, намеки и со стороны там, управления делами губернатора, и с Министерства культуры. Я даже знаю такое, что, в общем-то, мне как бы закулисно передали, что в свое время, когда состоялась выставка наша 98 года в Екатеринбурге, и Ростцель был на этой выставке, тогда открывал ее, так сказать, все. Он потом втихую, так сказать, дал команду сделать так, чтобы Карпов перевез весь свой музей в Екатеринбург. Я тогда ответил жестко, сразу раз на все, я делаю этот музей для Ирбита и только для Ирбита. Я верю в то, что будущее Ирбита даже не в развитии его экономики, а в развитии туризма. И наш музей, вот дай Бог мне поднять эти два здания, еще закончить нам эти два здания, которые мы поднимаем, это Володарского и Карла Маркса, и открыть экспозиции, это станет мощнейшей туристической точкой, на которой поедут любители искусства, особенно любители графики, со всех концов страны и из-за рубежа. Пожалуй, самое яркое, самое интересное, это, конечно, творческие какие-то удачи, творческие находки. Вот то, что удавалось найти или там открыть. И вот, пожалуй, к таким ярким у меня относится и 92-й год, когда мы открывали 25 декабря выставку «Спасенные сокровища», впервые в Ирбите открывали. И приехали специалисты из Грабаря. И вот тогда мы на этом открытии, на этой презентации впервые представили
широкой публике теперь уже знаменитое наше «Поругание Христа» Франсуа Ван Гога Ван Дейку, гравированное. И эта гравюра пришла к нам, была создана еще 3,5 столетия тому назад. И 3,5 столетия она переходила из рук в руки вот в виде 9 этих разрозненных кусков, оттисков с досок, причем в очень плохом состоянии, не собранная и так далее. Так сказать, и вот благодаря усилиям реставраторов ее смогли не только отреставрировать, но соединить в одно композиционное целое, потому что в процессе реставрации обнаружилось, что листы никогда не склеивались между собой. То есть она никогда не экспонировалась как законченное произведение искусства. И только нашему музею теперь принадлежит честь значит, вот, открытия этого произведения широчайшей публике, ввод ее в научный оборот, так сказать, введение ее в историю и французского, и мирового искусства, европейского в частности. Это дорогого стоит, когда твое имя входит в мировую историю искусств, связанное с тем, что вот ты сумел восстановить и вернуть к жизни какое-то совершенно забытое, потерянное и даже неизвестное науке произведение. Сегодня мы беседовали у камина с ценителем, собирателем, директором Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерием Андреевичем Карповым. До свидания. Оставайтесь с нами.